Здравствуйте, дорогие любители гаданий, любители заглянуть в свое будущее. Это гадание для вас. Пожалуйста, задайте картам Таро ваши вопросы, потому что предсказательная система Таро изначально так задумана, и она так устроена. Карта отвечает на вопросы. Чем более конкретно вы их спрашиваете, тем более понятно карты отвечают. Мы делаем срез вашей жизни в настоящий момент. Вот прямо сегодня, прямо сейчас мы увидим, как вы живете, о чем вы грезите. А также это будет прогноз предсказания карт на короткий срок. Насколько короткий? В пределах месяца. Но имейте в виду, что это месяц все-таки не совсем календарный, потому что надо понимать, что карты, звезды нашему григорианскому календарю не подчиняются. У них свои ритмы, свои циклы, у них свои временные задачи, что ли. Поэтому предсказание, сделанное на календарный месяц, может реализоваться за 3 дня. Да, эту программу можете выполнить, 5-летку за 3 года, а может растянуться и на, 2 месяца календарных. Поэтому это все-таки слово «месяц» здесь достаточно условное. Спросили? Задайте, пожалуйста, ваши вопросы. Произнесите вслух, если позволяет обстановочка вокруг. Запишите на бумажке, кстати, тоже полезно, чтобы себя не обмануть, чтобы потом себя перепроверить. А мы предельно откровенны. Я желаю вытащить для вас лучшие карты из этой колоды. Но посмотрим, однако, как пойдет. Про работу. Как всегда, мы начинаем с этого. Очень даже все хорошо, очень даже уместно, благополучно. Единственное, что карты подсказывают, может быть сейчас хорошее время вам, даже имея хорошую работу, на которой вы как будто бы кому-то делаете одолжение, оставаясь на которой вы кому-то делаете одолжение, помогаете, поддерживаете. То есть, знаете, сидите на работе, не уходите с этой работы, потому что говорите, а как они тут без меня останутся? Да? Есть шанс очень скоро, если позаботиться о себе и заключить такой здоровый эгоизм, есть шанс более оплачиваемую работу просто найти. Может быть, кстати, недалеко, потому что великих перемен здесь нет, работа может быть недалеко, то есть буквально, в этой отрасли точно, может быть, в этой же компании просто другой отдел или должность. В общем, какие-то деньги именно в виде зарплаты, премии залежались в пространстве, и вас теперь ждут с нетерпением. Вот единственный вариант, который вы можете рассмотреть. Но карты стабильные, статичные, неожиданности, тем более неприятности на тему работы не будет. А будет что? Стабильность, немножко, может быть, даже скука, переработки. И вот видите, у вас тема жертвенности. Видите, вот эти карты, да, по бокам. Тема жертвенности. Задайте себе вот этот вопрос, что вы на этой работе, зачем вы остаетесь. Это действительно идеальный вариант. Это действительно лучшее из того, что вы заслужили за ваши труды праведные. Или же вы просто вот именно не хотите кого-то оставить, кого-то не хотите, боитесь подвести. То есть вы понимаете, что вкладываетесь в работу больше, чем получаете за нее. То есть это одолжение с вашей стороны, жертва и одолжение. Неплохие карты, вполне себе такие здоровые подсказки, будут деньги от работы. Но у вас все благополучно на работе. Но больше всего вас цепляет то, что вас любят и ценят, да? Хотя покопайте в себе, может, это просто гордыня. Может, греет вот это ощущение, что без вас-то не обойдутся, без вас-то вон потоп прям случится. Но, говорят, не случается. Деньги. Продолжаем гадание темой денежной. Ох ты! Вот так вот, да? Башня, что ли?
Смотрите, что это, кто это? Так, хотел сказать, впервые, но, наверное, нет комбинации карт, которые бы я видела в своей жизни. Впервые, все-таки давно, в ремесле, да? Смотрите, это что за парочка вас в оборот берет? И они связаны между собой. Король кубков с королевой кубков. И тот, и другая ненадежные партнеры. Иногда напрямую могут обмануть. А башня что? Это крах ваших доходов, это неудачные инвестиции, это опустошенный, выпотрошенный и претерпевающий ваш кошелек, что ли? Нет, карта не говорит про великий обман и про великую тайну, которая здесь скроется. Но потери денег из-за других людей, кстати, довольно милых. Они без конфликта подходят к вам, подкрадываются, без войны. Это могут быть, конечно, ваши близкие. Ну, знаете, сестра с мужем на новую машину заняли, а вы без денег остались. Но как крайнее проявление, да, это парочка мошенников, которые вам обещают, например, удачно вложить ваши деньги. Или обещают вернуть долг старый, застарелый. И вы делаете на это ставку. Ну, смотрите, из 3 карт 2 фигурные. Это многовато. Это многовато. То есть у вас на ваши деньги, на ваш кошелек просматривается явное влияние других людей. А такого быть не должно. Потому что наши деньги – это деньги, да? Это же самая интимная наша сфера жизни. Самая интимная. Случайным людям мы деньги не даем. Случайным людям мы про деньги не говорим. А здесь получается, как они в курсе-то оказались. Обещают, обещают, обещают. Это могут быть посредники, какие-то брокеры. Неважно, они вам там ценные бумаги будут покупать или подбирать якобы самую выгодную недвижимость в Дубае. Неважно. Смотрите в оба. Очень милые люди, но они вас окружили, и вы через них теряете деньги. Вот это плохо. Это явно плохо. Теперь любовь. Есть у вас? Остались вопросы? После такого прогноза на деньги про любовь еще хочется что-то спрашивать? Влюбленная карта называется, видите? Такое начало, да? Это самая главная, самая лучшая карта на любовь. Ну, кому в карты не везет, тому везет в любви, знаете. Перемены вас ждут в любви. Очень большие перемены. 3 старших аркана. Ну вот, вы добрались вот до того этапа жизни, до той какой-то точки в своей судьбе, когда все в вашей личной жизни, все в вашей судьбе разворачивается. Я имею в виду судьбе приватной, да? Разворачивается на 180 градусов. Встретить любовь всей жизни, встретить самого лучшего, идеально подходящего человека для себя и полюбить всем сердцем. Кстати, на моих прямых эфирах мы много оригинального и полезного говорим о том, какого мужчину нужно выбирать. Приходите, общайтесь с нами в чате, задавайте вопросы. Смотрите, карта влюбленной. Просто так она в гаданиях на любовь, конечно, не выпадает. Она говорит о том, что у вас сейчас может быть пара, и тот самый лучший человек в мире уже рядом. И ничто не сможет вас разлучить. Это свадьба, это просто обещания какие-то брачные, это может быть помолвка, но это может быть и новое знакомство, если ваше сердце еще свободно. Хотя он истинной леди, сердце свободным, конечно же, не бывает. И вот видите тоже карты и закат, и рассвет одновременно. Закат одной жизни и рассвет новой. Конец одного романа. Для многих таким образом проиграется наш расклад. Конец одного романа становится началом, зарей, так сказать,
другого. Ваши отношения с загаданным человеком, если вы успели загадать и спросить, очень сильно поменяются. Выйдут, как говорят, шаблонами, да, выйдут на новый уровень. А этот уровень, мы же никогда не уточняем, а что это за уровень? Когда расстались, это же тоже другой уровень. Когда расстались, но остались друзьями, это же тоже другой уровень. Вот вся картина личной жизни, картинка личной жизни, которую вы сейчас держите в своей голове, сотрите ее. Прям вот можете ее стирать, потому что ровно через месяц, ну ровно, да, мы об этом вначале говорили, плюс-минус через месяц эта картинка станет совершенно другой, когда есть старшие арканы, 3 старших аркана. Абсолютно, к абсолютному какому-то финишу вы приходите, абсолютному пониманию, гармонию. И, в общем, Вселенная вас помещает в любви, в личной жизни, вот ровно в ту точку, где вы должны быть, к чему вы, может быть, все свои там 35, 45, 55 плюс лет шли, да, это как великое счастье, так это и великая ответственность. И я бы хотела еще, может быть, какие-то детали спросить у карт, раз уж такой серьезный большой прогноз на любовь. Это другая колода, видите, двусторонняя Таро. Что еще? Что еще? Портрет мужчины для вас, король жезлов. Какой? Вообще у вас здесь королей-то много. Другое дело, что какие-то очень разные, очень контрастные роли они сейчас исполняют. Король жезлов, познакомьтесь, взрослый, активный, яркий, предприимчивый, деятельный, часто буквально огненный человек, овен, лев или стрелец. Портрет подкинули карты неожиданно. Другая колода, да. Вот. И туз кубков. На закуску вам. Любовь всей жизни можете встретить. Это может быть первая любовь, или может быть просто самое сильное чувство из всех, которые вам суждено испытать в жизни. Радуюсь за вас, поздравляю, потому что это... Разве это плохо? Конечно, это хорошо. И на закуску семейные дела давайте одну карту. Что вас ждет дома в этом месяце? Опять что-то король жезлов. Он у вас и по месту жительства прописался уже. Мужская фигура, активный человек, ответственный, помощь от него, встречи с ним, может быть, решает вопросы с ремонтом связанные, с недвижимостью, с оформлением недвижимости. По совместительству является еще и кандидатом, хорошим кандидатом в женихи. Смотрите, 2 короля жезлов рядом у нас оказались. Да? С тузом кубков. Явный портрет. Тут на других, пожалуйста, уж не смотрите, чтобы не промахнуться. А вообще для всех, кто не думает о любви, король жезлов — это счастливое, богатое и скорое продвижение дел. То есть ваши дела. Строите ли вы дом? Оформляете ли, ждете, когда кто-то для вас построит, оформляете документы на недвижимость, переезжаете, образовываете детей. А король жезлов, как, знаете, подливает масло в огонь, то есть делает все активнее, ярче. В общем, ваши домашние дела просто будут очень-очень быстро двигаться после прошлого застоя. Наконец-то смогли это сделать. Переехать, условно говоря, хотя там вариантов много. Один совет для вас, один совет на этот самый месяц. Уже вижу. Карта-то, видите, без рубашек. Пока вытаскиваю, вижу, что за карта. Хорошо это или плохо, мы не знаем, не обсуждаем. 6 мечей. А мы это и так уже поняли, да? То есть рок.
Месяц роковой. Что значит роковой? Это неплохо. Я здесь без негативного подтекста, но очень большое влияние случая, Вселенной, очень много неизменяемых факторов, очень много чего вы сами для себя не выбирали. Знаете, время перемен. И, конечно, шестерка мечей очень грозная карта в эмоциональном смысле. Поэтому время-то предстоит очень-очень-очень яркое, но и переживательное. И это совет, конечно же. Подчиняйтесь судьбе. Умейте аплодировать, стоя любому решению ваших ангелов, хранителей. Умейте жить без ожиданий, но с надеждой на чудо. И умейте соглашаться с выбором судьбы, умейте подчиняться ему безропотно. Спасибо.